Здравствуйте, друзья! Журнал «Земельный вестник» и его главный редактор Игорь Паньков на связи. Сегодня мы в гостях у генерального директора компании «Технокат» Олега Елисеева. Компания «Технокат» уже свыше 12 лет занимается автоматизацией кадастровой деятельности. Начиная от подготовки электронных документов для кадастровых инженеров до электронного оборота документов с Росреестром. Олег Николаевич, и сразу первый вопрос. Стал ли переход к единому реестру с принятием 218 федерального закона чем-то особенным для ваших пользователей? Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, добрый день, Игорь. Да, конечно, этот переход на внедрение единого системы государственного реестра недвижимости, вступление в силу 218 закона, безусловно, очень серьезно повлиял на деятельность наших клиентов, поскольку все-таки основные клиенты — это наши кадастровые инженеры, это компании, которые ведут кадастровую деятельность. И принятие закона, в том числе переход на единую процедуру, это, безусловно, сильное изменение, в том числе и в организации работ, и в том числе в подготовке электронных документов. Но главная, конечно, наверное, особенность вот этого закона заключается в том, что он в какой-то мере лишил нашего клиента, кадастрового инженера, от своего имени подавать на кадастровый учет документа от своего имени. По прежнему 221 закону о кадастре, значит, для всех вновь образуемых объектов кадастровый инженер мог формировать документы от своего имени, подписывать заявление на кадастровый учет. 218 закон эту возможность изменил, да, то есть он ее отменил для кадастрового инженера и предоставил эту возможность исключительно заявителю, то есть правообладателю объекта недвижимости, здания, земельного участка, это делать. В какой-то степени это логично, но тем не менее с точки зрения организации, с точки зрения представления сервисов для наших клиентов это очень важно и в какой-то мере снизило поток электронных заявлений с использованием в том числе и нашего программного обеспечения в Росреестр. Серьезное такое падение. Если накануне 2017 года кадастровые инженеры, в том числе и наши, где-то порядка 50% заявлений подавали через интернет, то, естественно, в силу того, что такую возможность с 2017 года у них исключили, предоставили исключительно заявителю, этот документооборот снизился. И в том числе снизился не только у наших клиентов, снизился вообще в силу того, что это требует электронной подписи заявителя и правообладателя. Поскольку у нас в России известная ситуация, что этой электронной подписи квалифицированной, в частности у физических лиц нет, то тогда и эта ситуация изменилась. В силу того, что мы достаточно давно, да, как вы совершенно справедливо отметили, представляем сервисы не только по формированию результатов кадастровых работ в электронном виде, межевых, технических планов, пакетов документов, заявлений, но мы представляем сервисы нашим клиентам для того, чтобы непосредственно со своего рабочего места отправлять эти пакеты документов на кадастровый учет, регистрацию прав. И эта возможность, она сразу исчерпалась. Наши клиенты были лишены этой возможности. Плюс ко всему еще один такой важный, существенный, наверное, аспект, то, что мы знаем, и никого не секрет, что практически к началу 2017 года, в момент вступления закона, эта единая информационная система, Росреестр ее просто не готовил. Мы знаем, что практически до середины прошлого 2017 года Росреестр работал на старых наследованных системах. И поэтому было некоторые ограничения, да, то есть старые системы, они что-то там не позволяли делать. Что они главным образом не позволяли делать? Они не позволяли сформировать заявление на кадастровый учет, регистрацию прав, единое заявление на кадастровый учет и регистрацию прав в электронном виде. Эта так называемая XML-форма заявления, она не давала возможности старых систем. И лишь только начиная с середины прошлого года, когда регионы потихонечку, различные регионы России переходить на эту систему, эта форма заявления стала доступна. То есть единая процедура стала доступна, подача заявления стала доступна.
И те регионы, которые перешли, функционально наши пользователи могут это делать, но они еще вынуждены там, делать некие дополнительные организационные такие технические вещи, взаимодействовать с заявителем для того, чтобы предоставлять ему квалифицированную электронную подпись. Такую технологию наша компания делает, ну, наверное, мы, может быть, там чуть дальше, попозже об этом поговорим. Поэтому, резюмируя там вопросы и проблемы, связанные с переходом наших клиентов на этот закон, можно ответить: да, они столкнулись с определенными сложностями. И второе, значит, но тем не менее у них есть некие там дополнительные возможности, которые, ну, там, в перспективе, возможно, там облегчат им деятельность. Скажите, позволяет ли функционал личного кабинета на портале Росреестра проводить полноценную проверку документов, предоставляемых кадастровым инженерам? Ну, так, хороший, интересный вопрос. На самом деле, я, собственно говоря, напомню, да, что если мы говорим о кадастровых инженерах, действительно, они формируют межевые и технические планы в электронном виде, в формате XML. Это так достаточно сложная структура. Надо сказать, что это они делают с помощью программного обеспечения, ну, в том числе и та, которая, собственно, разрабатывает наша компания Технокат, как и многие другие разработчики с той или иным уровнем там, качества. Но, тем не менее, это существует рынок, да, этого программного обеспечения, который позволяет выбрать кадастровым инженерам лучше. Но, тем не менее, в процессе там, формирования в электронном виде, возможно, там, в силу там, особенностей программного какого-то конкретного обеспечения, в силу квалификации кадастрового инженера, в силу, возможно, и не до конца решенного некоторых методологических каких-то вопросов на уровне Росреестра и Минэкономразвития, возникают некие ошибки, возможные у кадастрового инженера, которые, ну, каким-то образом, когда он сдает, или заказчик, который там, подает заявление на кадастровый учет или регистрацию прав, и к ней прикладывает межевой электронный вид, межевой и технический плат в электронном виде, возможно, он некорректен. И тогда для того, чтобы сразу не приостанавливать, не получать приостановку от органа регистрации прав, кадастровый инженер имеет возможность с помощью личного кабинета, как это заявлено, по крайней мере, направлять, положить в личный кабинет и проверить. И в том числе там вопросы, связанные там, с топологическими проверками, пересечениями сделанного там, его объекта капитального строительства, земельный участок, на пересечение с другими соседями, на топологическую корректность, там, собственного пересечения, ряд других проверок. И Росреестр этот сервис предоставляет. По крайней мере, должен предоставлять. Но тут, опять же, не секрет, это, наверное, в прессе и в среде, профессиональной среде кадастровых инженеров возникают некие нарекания в области работы кадастрового инженера. Тут два аспекта. Как бы личный кабинет, кадастрового инженера, который представляет Росреестр, он как бы взаимодействует как со старой системой государственной кадастровой недвижимости, которая до сих пор там работает, в том числе и в Москве и Московской области. Потому что Москва и Московская область не перешла на единый государственный реестр до сих пор, до сентября 2018 года. И в том числе и в новой системе, то есть в тех регионах, которые на сегодняшний день 49, которые внедрили эту новую систему. И дело в том, что еще один такой аспект, дело в том, что эти проверки и в личном кабинете, они вообще должны соответствовать тем проверкам, которые делаются в учетной системе. То есть в ЕГРН, единой системе, и тот в ГКН, который старая система, государственный кадастр недвижимости. Так вот, алгоритмы проверки в старых и в новых системах, они различны. И поэтому, собственно, личный кабинет, он, как заявляют, по крайней мере, разработчики и представители Росреестра, он в большей степени соответствует новой системе. И поэтому возникает, собственно говоря, проблема, да, что допустим, кадастровый инженер Московской области подает в личный кабинет там, межевой технический план, его проверяют на соответствие правилам, которые есть в новой системе, а реально его принимают в старой системе. И возникает, собственно говоря, проблема в том, что он, допустим, не проходит проверку в личном кабинете, вернее так, проходит проверку в личном кабинете, а в учетной системе не проходит. Это
С другой стороны, иногда он не проходит, но тем не менее в учетной системе, и такие случаи знаем, он проходит, и поэтому данная версия личного кабинета, она, собственно говоря, вот, не совсем устраивает кадастрового инженера. Хотя, безусловно, я отмечу, что и с точки зрения там, кадастровых инженеров есть ошибки, с точки зрения программного обеспечения бывают некие ошибки, которые там, неправильно трактуют или интерпретируют ту XML-схему, которую поднимает Росреестр. Это вот первая вещь. А вторая вещь заключается в том, что на самом деле, вот даже в новой системе, в силу того, что наши клиенты, кадастровые инженеры, работают, ну, представляют все регионы России практически, да не практически, а фактически, не только там центральную или Москву, или Московскую область, мы видим на сегодняшний день, что правила проверок межевых там, технических планов на некоторые, вернее так, эти правила проверки, они недостаточно адекватны практике кадастровой деятельности. То есть даже у квалифицированных кадастровых инженеров, когда они формируют с использованием там, достаточно хорошего программного обеспечения там, межевые технические планы, возникают некие проблемы. В том числе и в личном кабинете. Да? И эти проблемы становятся открытием, потому что опытный кадастровый инженер знает практически, как он делает, он привык работать в той старой системе, он знает практику, он достаточно опытный, он уже умел готовить межевые технические планы, и у него не было вопросов и проблем в старой системе. В новой системе не появляется. И когда мы начинаем анализировать на сегодняшний день, мы понимаем, что разработчики этой новой системы не всегда понимают предметную область. Ну, наверное, я здесь вижу причину в том, что ну, в какой-то мере достаточно короткие сроки были разработки вот этой единой системы после принятия нового 218 закона. Ну, мы знаем, что он принят в 2015 году. Система должна была, и в том числе личный кабинет, вот в новых регионах запуститься в 2017 году. То есть часть подзаконных актов еще в 2016 году вышла. То есть практически не было возможности адекватно и правильно, корректно сформулировать вот эти правила и реализовать их в информационной системе. И мы поэтому получаем достаточно такую противоречивую и абсурдную ситуацию в какой-то степени, что, ну, например, ну, такой буквальный пример. Есть такая кадастровая процедура, как там, деление, значит, или объединение, ну, преобразование старых земельных участков какой-то в новый, или объединение, или разделение и так далее. И вот часто в тех регионах, которые проводят эту процедуру, возникает ситуация, что кадастровому инженеру, в том числе в личном кабинете, дается ошибка в том, что этот новый участок пересекает сам себя в старом его виде. Ну, то есть ликвидируемый земельный там, участок, например. Ну, в общем-то, абсурд. Зачем проверять на топологическую проверку с тем участком, который ликвидируется? Вот это такой пример типичный, который вот достаточно часто проявляется. Ну и ряд таких дополнительных вещей, связанных, допустим, когда уточняются границы, процедура уточнения земельного участка, уточняются смежные участки, и совершенно другая практика и трактовка, чем было вот в старой информационной системе, и кадастровые инженеры, в общем-то, не очень там понимают, почему так. И проблема заключается в том, что, собственно говоря, правила, вот те, как проверять, на какие требования, они частично в нормативно-правовых актах они отражены, но частично они как бы не отражены, и, в общем-то, это представляет из себя некую сложившуюся практику. Вот так мы делали, так правильно, и, в общем-то, специалисты в кадастровой области, они, собственно, знают, что это так должно быть. А в информационной системе реализовано по-другому. И поскольку правил нет, нет той метрики, того эталона, относительно которого можно вынести квалифицированные некоторые решения, в том числе реализовать и в личном кабинете, в том числе и разработчики программного обеспечения, такие вот как наша компания, они тоже там, изначально там, в затруднении, как это все делать, и только там, с течением некоторого набора определенных практик и опыта мы тогда понимаем, как это делать, и тогда как-то трактуем ситуацию. Но тем не менее, все-таки на сегодняшний день, там, еще раз повторюсь, множество там, разработчиков программного обеспечения, поэтому не всем там, доступно, да, вот, и, может быть, не тот объем практики, их взаимодействия с клиентом, не всем доступна вот эта вот практика. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти вот стандарты, открытые практики, проверки и какие-то требования, которые
они были открытыми, там, нормированы или приказами Росреестра утверждены для того, чтобы представляли, там, ну, сняли вот те проблемы ограничений. Поэтому, если говорить, опять же, резюмировать, что такое личный кабинет кадастрового инженера, на сегодняшний день, к сожалению, да, он не позволяет на сегодняшний день вот степень там, проверки там, межевых и технических планов привести там, ну, там, стопроцентном там, качеству межевых и технических планов. И некое утверждение там, процедуры в личном кабинете, что тот или иной межевой план соответствует, не соответствует, он не всегда соответствует той практике, которая там сложилась. А уж не говоря о том, что в старых учетных системах, которые еще функционируют, а надо сказать, что старые учетные системы функционируют на сегодняшний день в тех регионах, которые, ну, практически самый большой оборот недвижимости. Но, опять же, повторюсь, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан. Вот все регионы с большим оборотом недвижимости, они на сегодняшний день работают на старых наследственных системах. А можно ли организовать на базе личного кабинета не только проверку, но и отправку документов, если они прошли контроль, соответствует стандартам в Росреестре? То есть насколько личный кабинет функционально позволяет это осуществить? Ну, на сегодняшний день он формально не позволяет в силу той причины, что на сегодняшний день у нас заявительный принцип регистрации прав и ведения кадастра. То есть помимо, собственно, межевого технического плана, основным документом основанием является заявление на кадастровый учет, регистрацию прав или одновременно кадастровый учет и регистрацию прав. И как бы субъектом, который направляет это заявление, является правообладатель, то есть не кадастровый инженер. То есть кадастровые инженеры там, для большинства случаев лишили этой возможности. Сейчас в рамках там, профессионального сообщества, в рамках там, агентства стратегических инициатив, в рамках там, заинтересованных там, лиц, опять же, в профессиональном сообществе ведется работа для того, чтобы действительно дать возможность кадастровому инженеру, но все-таки расширить перечень заявительных действий, в которых кадастровый инженер может от своего имени представлять заявление, ну, естественно, вместе с техническим или межевым планом на кадастровый учет. Но сейчас этого нет. Поэтому это должен делать заявитель. И заявитель должен формировать заявление, прикладывать к нему межевой технический план и его отправлять. На сегодняшний день существует возможность в личном кабинете кадастрового инженера после положительной проверки получить так называемый идентификатор проверки, УИН, который заявитель может уже не представлять межевой технический план, а в своем заявлении сделать ссылку на этот УИН. И тогда, когда орган регистрации прав принимает вот это вот заявление, он смотрит, что действительно по этому УИНу проведена проверка межевого технического плана, он лежит в хранилище личного кабинета конкретного кадастрового инженера, с ним все окей, все корректно, и тогда орган регистрации прав проводит процедуру кадастрового учета либо регистрации прав. То есть вот такая вот ссылка. То есть не нужно заявителю представлять вот такой вот межевой технический план. Достаточно указать эту ссылку на хранилище в личном кабинете кадастрового инженера. Вот. И, ну, наверное, это в какой-то степени удобно, но, опять же, повторяю, в силу ограниченности использования там, вот, проверочных функций личного кабинета, вот эта вот возможность, она на сегодняшний день не до конца реализована. А можно ли говорить о том, что на данном этапе очень важно определить правила при принятии решения органом регистрации прав? Да, я действительно правило принятия решения, это как бы вот то, что я говорил о межевых технических планах, это там тоже важны правила их формирования. То же самое касается и к документам, которые являются документами основания, в том числе заявление. А если говорить о регистрации прав, это набор документов там, для регистрации прав, это договора купли-продажи, акты приема передачи. То есть как бы в 218 законе, ну, собственно, прописаны определенные там правила, но когда речь идет, ну, снижается вот эта процедура на технический уровень в части представления электронных документов, здесь возникают тоже некие там правила. Как сформировать это заявление? Как должно быть
подписано это заявление, какой электронной подписью должен быть подписан заявление. Должно быть подписано двумя правообладателями в случае, если идет переход права. Либо должны формироваться два заявления. Даже в самом законе есть некоторые противоречия, которые говорят, например, заявление должно быть подписано двумя правообладателями, а практика, то есть продавцом и покупателем. Да, то есть, но практика введения и представления электронных документов на регистрацию права предполагает заявление о переходе права и заявление на регистрацию права. То есть покупатель одно заявление, продавец второе заявление, они вкладываются в пакет. Второй вопрос – документы основания. То есть договор купли-продажи там подписывается соответствующими двумя электронными подписями. В случае электронных подписей, какой формат электронной подписи должен быть? Там есть такие технические вопросы. Это вложенная подпись или подпись, которая отдельно от документа. И вот в разных, тоже на сегодняшний день есть некая неопределенность, которая вот как мы, как разработчики сервисов и формирования документов, мы же представляем сервис не только по формированию технических межевых планов, но сервис по формированию пакетов этих документов в своем программном обеспечении. Нам тоже бы хотелось это получить. Да? Опять же, для того, чтобы решить эту задачу, хотелось бы, чтобы органы регистрации прав или органы нормативно-правового регулирования в части Минэкономразвития это более четко описал. Вот этого на сегодняшний момент практика еще не работана, и поэтому возникает некоторая ситуация, что в разных регионах и даже в пределах одного региона каждый конкретный регистратор трактует это по-разному. Плюс ко всему, например, там, вопросы, связанные с оплатой пошлины. Да? То есть тоже вопрос, есть некие моменты, связанные как в электронном виде. Вот на сегодняшний день у нас возникает проблема. Какая? Значит, в силу, опять же, определенных ограничений, связанных с производительностью новой системы ЕГРН, и в силу взаимодействия этой ЕГРН с системой платежей, государственной информационной системы платежей, получается так, что в силу вот этих вот технических сбоев происходит следующая ситуация. Значит, когда заявитель отправляет документы на регистрацию прав в электронном виде, он получает такой так называемый универсальный идентификатор начислений. Значит, он по этому универсальному идентификатору начисления оплачивает пошлину, но в силу ряда некоторых сбоев, значит, это факт оплаты программным обеспечением Росреестра по каким-то причинам не передается в государственную информационную систему платежей. То есть такое часто бывает. И, по сути дела, регистратор, получив документы, но не получив сигнал о том, что эти пошлины оплачивает, он приостанавливает вот эту вот приостановку. Вернее, а приостановка, там есть соответствующая причина, отказ документов без рассмотрения. И оказывается, вот есть такая правовая дыра, что если ты оплатил пошлину излишне, ты можешь ее вернуть. А если у тебя регистратор вернул документы без рассмотрения, даже нет нормативной процедуры вернуть там свои деньги. То есть это пробел, которым, собственно, и разработчики этого закона на сегодняшний момент знают, но тем не менее вот такая вот конкретная ситуация. Это вот тоже в качестве примера, в которых переход, сложившийся, например, система регистрации прав в большей степени работана и привыкла работать на бумажном носителе. И буквальный перенос правил и процедур вот этих бумажного документа оборота на электронный, он не всегда корректен получается, потому что информационные системы немножко работают по-другому. И вот здесь правил нужно, во-первых, менять и дополнять. Поэтому, безусловно, вот эта вот практика, которая сложилась на сегодняшний день, вот за 1,5 года эксплуатации информационных систем и работе по новому закону, она предполагает некую ревизию того и более конкретных правил для профессиональных участников рынка, а уже следом за нами, за разработчиками программного обеспечения сервисов, которые позволяют реализовать на стороне заинтересованных лиц вот этот электронный документооборот. Мы говорили о сервисах, которые вы предлагаете для кадастровых инженеров. А что может
компания «Технокат» предложить допустим, местному самоуправлению или другим потребителям? Вот Какие смотрите, еще продуктовая линейка какая да, есть? я вот сейчас вот как раз говорил, частично отметил, когда вопрос там проблемы с уплатой пошлины, возврата денег за нее, там частичный такой случай. Но, собственно говоря, на сегодняшний день одно из как бы преимуществ вот этого нового закона — это возможность оформления электронных регистраций прав. То есть даже просто купли-продажи, регистрация договоров ипотеки, регистрация договоров долевого участия, весь набор регистрационных действий, связанных там, с регистрацией права, перехода права. Эта возможность там, предоставляется законодателям, предоставляется информационными системами Росреестра, и поэтому мы, как разработчик электронных сервисов, ими пользуемся и наряду с другими там, профессиональными участниками рынка, разработчиками программ, реализуем эту возможность. То есть на сегодняшний день у нас есть возможности, сервисы для застройщиков, которые, собственно, реализуют, продают жилье. То есть они дают клиентам возможность не ходить в многофункциональные центры, а решить вопрос, связанный с регистрацией проведенной сделки непосредственно с рабочего места, допустим, того же самого застройщика или девелопера. Мы инструмент, технические средства клиентам нашим предоставляем. Плюс ко всему мы представляем возможность на сегодняшний день, опять же, помочь решить ту проблему отсутствия электронной подписи для физических лиц прежде всего. Мы, как аккредитованный удостоверяющий центр, имеем возможность выдавать квалифицированную электронную подпись. Она встраивается в наши информационные системы, наше программное обеспечение. И в данном случае наши клиенты, мы им представляем такую возможность быть нашим центром регистрации удостоверяющего центра. Федеральным законом об электронной подписи такая возможность предусмотрена. Они идентифицируют личность физического лица, заполняют данные, и пользователь наш получает квалифицированную электронную подпись, и он может подписывать электронное заявление. И те документы, которые там нужны ему для реализации сделки. Тоже договор какой-то, купли-продажи, договор долевого участия, акты приема-передачи, то есть он подписывает от своего имени, продавец подписывает, если это юридическое лицо, застройщик от своего имени, программное обеспечение наше формирует электронный документ и отправляет ее в адрес Росреестра. То есть не нужно ходить в многофункциональный центр, то есть можно там экономить время. Некоторые компании достаточно активно это используют. Хороший пример — это Центр недвижимости Сбербанка, который практически решает вопрос электронной регистрации прав. Это известный проект, который пиарится у нас. И мы тоже являемся поставщиком некоторых решений для этого Центра недвижимости Сбербанка, компании «Технокат». Мы являемся партнерами в этом проекте, поэтому это одна из наших таких дополнительных сервисов. Там идет речь о просто поставке электронной подписи для заявителя и уже более сложного программного обеспечения. У Сбербанка это свое, там достаточно ограниченное такое сотрудничество, но тем не менее для других компаний мы работаем с компанией ПИК, которой представляем наши сервисы, которые тоже позволяют реализовать документы, которые регистрируют право в Росреестре. Что касается органов местного самоуправления, действительно, это наш особый клиент, который мы помогаем. Мы даем возможность инструментарий, облачные решения, которые позволяют все упомянутые наши действия, связанные с кадастровым учетом и регистрацией прав, тоже, если речь идет о муниципальной или государственной или какой-то региональной собственности, эти сервисы делать. Но более того, мы даем инструмент, который позволяет органам местного самоуправления не только представлять документы для кадастрового учета или информационного взаимодействия. Мы даем инструмент по получению сведений из Росреестра, даем инструмент, который непосредственно с рабочего места получает выписки, которые ему интересны, те же самые кадастровые планы территории, благо то, что сегодня органу местного самоуправления, и федеральным, и субъектовым, региональным органам эта информация доступна бесплатно. Да, они могут ее получать в рамках
системы межведомственного взаимодействия, это тоже, но тем не менее и технологические возможности там, Росреестра позволяют это делать. Что это дает? Это дает то, что орган местного самоуправления с помощью нашего инструмента, получая информацию из Росреестра в виде там, кадастровых планов территории, он может создавать на своем рабочем месте так называемую там, базу данных объектов недвижимости, допустим, того же муниципального образования. И она как бы и насыщать вот эти данные, полученные из Росреестра, какими-то своими данными. Ну, например, если на базе этих данных, допустим, планировать территориальное какое-то изменение в территории, то есть создавать там схемы расположения земельных участков новые, тут же там решать вопрос, там ставить земельные участки от своего имени на кадастровый учет, получая от кадастрового инженера межевые либо там технические планы. Плюс ко всему мы в течение последних лет представляем возможность органам местного самоуправления интегрироваться с данных из налоговой службы, потому что для органов местного самоуправления налоговая служба представляет сервис так называемый анализ имущественных налогов. Что с точки зрения такой фискальной составляющей по имущественным налогам? Сколько там земельного налога, сколько налог на имущество физических лиц, да, то есть это все есть. И эти данные интегрируются на уровне вот этой базы данных муниципального образования, как со стороны росреестровские данные, налоговые данные, и возникает очень интересная картина, и с точки зрения там существуют некие аналитические процедуры, которые позволяют органу местного самоуправления там, посмотреть то с точки зрения налогообложения. Ну, наверное, вот найти какие-то дополнительные возможности там, в части там, фискализации, то есть повышения базы данных для имущественных налогов. Ну, мы знаем, например, в Московской области, правительство Московской области решает вот эту задачу достаточно успешно. Но в данном случае оно без программного обеспечения компании «Технокат», хотя на самом деле множество муниципальных образований Московской области программный продукт муниципалитет использует. Это один из такой субъектов, который этот продукт мы поставляем в виде сервиса. Но тем не менее, в других регионах вот мы даем инструмент, который позволяет в наше непростое время, по крайней мере, решить задачу, немножко повысить вот имущественный такой налог. Налог, да, наверное, не очень там напрягая налогоплательщиков, обременением, да, мы понимаем, что мы платим налоги, не очень хочется платить. Тут понятно, что социальный аспект важен. Это, конечно, задача муниципального образования, но у нас есть некий инструмент, который позволяет это делать. Потому что на базе вот этих данных создаются вот такие вот кадастровые карты, и орган местного самоуправления может все это достаточно легко посмотреть. И, это вот отдельная такая тема для разговора. Мы это работаем. На сегодняшний день у нас практически тоже во всех регионах России есть такие клиенты муниципального образования. Вот. Этот сервис, он там облачный, он не нужен нашему клиенту иметь специальное программное обеспечение, нужно просто иметь там некий сервис, договор с компанией «Технокат», и по логину, паролю практически достаточно быстро начинает работать. То есть это недорогое, не обременительное, да, наверное, можно позволить, там где-то порядка, подписка стоит 15 тысяч рублей в год для одного муниципального образования. Это вот мы оценивали для некоторых регионов, если там использовать этот инструмент, там где-то на уровне там района, такого среднего российского, 2-3 миллиона рублей можно за счет введения объектов недвижимости в налоговый оборот, можно вот это сделать. Поэтому эффективность использования вот этих инструментов достаточно велика, на наш взгляд. Да, цифры впечатляющие. А что дает бизнесу внедрение ваших решений для руководителя, который принимает вот такое, размышляет, да, использовать ли ваш софт? Какие аргументы для него будут решающими? Да, действительно, то есть мы немного в рамках сегодняшней беседы рассмотрели
некие аспекты, связанные с тем, что вот есть кадастровый инженер, допустим, ну, это наша основная аудитория, с которой мы работаем, и с точки зрения нашего там бизнеса, да, и с точки зрения отношений, которые, да, действительно, проект для кадастровых инженеров для нас он серьезный. То есть с точки зрения кадастрового инженера действительно возможность формировать межевой технический план, причем не ограничиваясь ими. То есть в нашем программном обеспечении можно решать задачу по формированию межевого, технического плана, причем технического плана как зданий, сооружений, помещений, то есть все виды объектов, которые кадастровый инженер должен формировать по закону, они позволяют его делать. Понятно, что здесь решаются вопросы для кадастрового инженера и формирование документов, отправка их там, в Росреестр, в случае, если такая возможность у него есть. То есть уровень там, надежности, ну скажем так, статистические данные по прошлому году, значит, процент там, приостановления отказов по пользователям, которые вот, пользуются нашим программным обеспечением, кадастровых инженеров, где-то около 90%, вернее 10%, то есть положительное решение около 90%. То есть это достаточно там, хороший такой показатель, то есть это, ну, наверное, один из главных таких аргументов, который позволяет работать с нашим программным обеспечением. Да. Это, второй вопрос — это вот действительно интеграция и технические планы. То есть если компания, которая занимается кадастровой деятельностью, понятно, что есть некоторые организации, которые специализируются в большей степени, ну, например, там, наследие там, БТИ, которые по объектам капитального строительства, хотя закон позволяет и делать и земельные участки. Но, тем не менее, это одно программное обеспечение. Плюс ко всему, это вопрос там, интеграции с сервисами по формированию там, электронных документов, подписыванию документов. Это сервисы выдачи клиентам, нашего клиента, заказчикам, правообладателям электронной подписи для того, чтобы подписать заявление, не гонять его в многофункциональный центр, там дополнительные транзакционные издержки снять с правообладателя недвижимости. Это вот как такая сугубо профессионально-кадастровый день. Теперь совершенно, что с точки зрения бизнеса, потому что на самом деле есть как бы наниматель, да, то есть это юридическое лицо, в котором кадастровый инженер работает. Для него, безусловно, соблюдение закона о кадастровой деятельности важно. Кадастрового инженера, но это отдельный статус, отдельный институт, который по своим правилам работает, там, включен в СРО и так далее. У них свое там регулирование. Но тем не менее есть бизнес, это гражданско-правовые отношения между юридическим тем же самым лицом, в котором работают кадастровые инженеры. Это эффективность бизнеса как таковая, в том числе эффективность работы кадастрового инженера. И на сегодняшний день вот мы даем именно работодателю, вот в которых работают кадастровые инженеры, инструмент мониторинга по работе кадастрового инженера. Это вот долго мы над этим работали, но вот на сегодняшний день уже в опытной эксплуатации есть аналитическая система, то есть мы представляем работодателю систему мониторинга, которая надстраивается над рабочими местами кадастровых инженеров и позволяет понять, как работает тот или иной кадастровый инженер. Сколько он заявлений сделал, межевых технических планов сделал, сколько из них он там, выгрузил на носитель, передал заказчику, пошел в МФЦ, или он отправил в электронном виде. Если он отправил в электронном виде, какой процент отказов или приостановок. Только вот такая вот аналитическая мониторинговая задача, которая позволяет вот, сделать некое сравнение. Причем можно там, сравнить и работу там, пользователя с нашим программным обеспечением и с другим программным обеспечением и сделать вывод. То есть, и управляя зная это, этим можно управлять и издержками своими, да, потому что ведь показатели бизнеса. Нужно, чтобы кадастровые работы для заказчика делались быстро, качественно, ну и издержки, в том числе и финансовые, для работодателя, они были минимизированы. Вот мы к этому стремимся и даем в какой-то степени и инструмент для нашего клиента. Спасибо, Олег Николаевич.